пришла пора украшать бутылки с шампанским. Но сначала я укреплю салфетку вот таким обычным лаком, дешевым для волос. На листочек бумажки положили. Сверху другой листочек. И горячим утюгом вот по всей длине. Теперь вот тут вот. И я так делаю 2 раза. Зато потом она уже не будет рваться так. Все будет замечательно. Она, тянется. Вот, сейчас еще разочек. Так, теперь вот я развела клей ПВА пополам с водой. Ну, примерно на глаз, конечно. Потому что так он густой. Вот нужно его пожиже сделать. Вот. А бутылку я покрасила 2 раза обычной водоэмульсионкой белой. Прям просто кисточкой. Ну и все. И пошли разглаживать от центра к краям. Ну, надо, конечно, стараться побыстрее все-таки. Вот ее можно подтащить, подтянуть. Вот. Но нужно вот с этой стороны промазывать. Плохо клеится. Ой. Так. Ну, быстро не бывает. Тут, конечно, надо стараться аккуратненько, чтобы не было уж прям, знаете, таких складок. Хотя это всегда можно подкрасить, присыпать снежком искусственным. И прикроется то, что у вас не получилось. Ну, хочется, конечно, поаккуратней. Так. И вот так вот до конца. Мочим кисточку, разглаживаем. Не буду я отнимать ваше время. Здесь на сгибе, конечно, будут складочки, но мы это потом прикроем какой-нибудь красотой. Вот видите? Сейчас. Вот видите, салфетка после лака, она совсем другая. Она эластичная. Здесь я даже не стараюсь разглаживать. Ну вот, высохло у нас. А теперь вот эти складочки, которые у нас получились,
Мы закроем сосульками. Одну повыше, одну пониже. Ну, вот так вот это получается. Потом можно покрасить белой красочкой, когда высохнут. Тут уж от ваших задумок. Можно прям по самое горлышко их продлить. Но если вы будете чем-то украшать здесь, бант делать или ну, что-то там, веточки еловые с игрушками, то и не обязательно так длинно делать. Ну, теперь я вот беру обычную краску интерьерную. Ой, это вот водоэмульсионка. И буду все это... Ой! Да, бывает и такое. Штатив упал. Так. Беру краску и вот так потихонечку, потихонечку. Теперь здесь есть снежинки на салфетке. Ну, как будто снег с крыши падает. Но он так бледненько представлен, что я вот решила зубочисточкой подрисовать эти снежинки. Так, ну и пошла дальше. Подрисовала поярче, чтобы был снежок. Теперь подкрашиваем елочки, чтобы они поярче были. Теперь давайте вот эти бантики на венках подрисуем. Здесь их много, этих ленточек. Ленточки я подрисовала. И теперь вот буду, чтобы поярче на елочке огоньки были. Золотой красочкой, а теперь желтенькой просто. Сами видите, что ничего тут сложного нет. Абсолютно.
Спасибо всем огромное за внимание и всех с наступающим Новым годом. Only to move when the tide is